Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре средний польский прем-танк 8 уровня CS-52 ЛИС. Да-да, именно ЛИС, и это имбулечка, это реально хорошая машина. А почему, мы сегодня с вами полноценно все разберем. Ну и предлагаю начать обзор ЛИСа с его бронирования. Погнали. Итак, вот наш ЛИС. Ну и давайте по порядку. Корпус НЛД 85 мм, приведенки 128, 125. Это везде одинаково. ВЛД бронеплита 80 мм, но более лучший угол наклона, что дает нам 155 внизу, 165-166 вверху. Много ли это мало? Это даже не анти-СТ броня. Она, конечно, безусловно слабая. Но у ЛИСа есть какие-никакие углы УВ на орудии. И часто нас видят как-то вот так. А это уже рикошет, к примеру, да. Когда вы будете выходить на врагов. Касаемо корпуса. Значит, маска орудия 211-215, сверху 400, 400 внизу. Основные, самые, слабые места, это, естественно, щеки рядом с маской, 205. Дальше расходится 234 и вплоть там до 500. Да, почти до 500. Вот, сверху то же самое. То есть справа и слева все одинаково. Вот два, так сказать, ослабленных места. Есть лючки 100 мм и 96, ну, грубо говоря, те же самые 100. Боковое бронирование 75. И может ли этот танк танковать от борта? Конечно, может. Причем успешно, и через каток он, кстати, не бьется. Подставляете под башенный цилиндр, и здесь вот такая небольшая зона. Не во весь цилиндр, вот здесь только, куда можно его, конечно же, пробивать. Но она очень маленькая, и это делать невероятно сложно. А в целом, да, танковать может. Итак, еще раз, по корпусу слабый. Желательно как-то что-то там делать переведенную броню, задирать корпус, да. По башне, в принципе, все неплохо, за исключением вот этих двух щек. Ну и, конечно, лючки дырявые. Но бронирование данного танка не есть основной его плюс. Броня какая-никакая есть, что-то отскочит. Идем дальше. Так, с броней разобрались. От борта танковать может и вполне успешно. Башня неплохо бронирована в целом, да, но лючки и вот эти пятачки здесь рядом с маской орудия все портят. Корпус слабенький достаточно. Давайте поглядим орудие данного агрегата. Вот, орудие у нас 105 миллиметровка, альфа 320, приятная альфа для среднего танка. Бронепробитие на основном снаряде 208-252 на голде, заряжается почти 10 секунд на стоке, общий ДПМ 2000, 0,36, точность 2,3 секунды, время сведения. Пушка, в принципе, неплохая. Значит, по полевой модернизации во втором блоке легкосплавные узлы, настройка рычагов в четвертом и антибликовую маскировку фар в пятом блоке. Вот здесь я поставил дополнительный слот на обзор. Да, на обзор поставил. Вот, теперь по оборудованию. Поставил прям самый, что ни есть, дефолтный комплект для СТ-шек. В основной слот, дающий дополнительный буст на подвижность, турбину. Поставил во второй слот просветленку и поставил досл. На этом танке у меня всегда получается хорошо светить. А это ваш фарм серебра, это ваши, возможно, отметки на ствол. Вот, по снарядам. Основной снаряд у нас летит комфортный, почти 1000 метров в секунду, это ББХ. Голда у нас подкол летит невероятные 1569, почти 1600 метров. Если на нем иногда применять голду, ну, комфортно, супер комфортно. Вот, по оборудованию, по снаряжению, ремка, аптечка, огнетушитель желательно автоматически, я допаек сунул. 4 члена экипажа, перки вы сейчас видите перед собой. Теперь по орудию. УВН у нас минимально комфортные, конечно, минус 7. Но это не минус 5, минус 7 это уже что-то. По ХП 1300, ну, средний параметр. По мобильности у нас все на ура.
с турбиной 55 вперед, 21 назад, 22 лошади на тонну удельная мощность. По незаметности 35%, и перк незаметности еще не полностью вкачан, а он будет под 40. Вот. По обзору, хороший обзор, да ё-моё, ангар это новогодний. Обзор у нас почти, ну не 500 метров, но рядом с просветленкой 477 метров, что очень хорошо, очень. Вы будете дофига светить. По плюсам и минусам танка, подвижность отличная. Пушка на отлично, есть маленькое неудобство только в УВН, да, минус 7. Ну ничего страшного. Обзор отличный, незаметность шикарная. Броня даже есть от борта и в башне. Корпус слабоват, но его немножко можно приподнимать и будете рикошетить. В целом все характеристики неплохие, поэтому предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, как на лисе вообще играть и что он может. И, кстати, сколько он фармит. Будем играть без голды на серебре. Погнали. Так, попали на линию Маннергейма. Попали к 10-му левелам. У нас обзор боя. Прем-танчик средний польский. CS-52 Лис. Да, Лис. Специалист по курям. Да. Вот. Девятки и десятки, конечно же, для нас это плохо. Но будем играть на ББшках. Стоп. Цифру 1 я ошибочно зарезервировал для двухствольной ПТ-САУ, играл. И забыл снять. Ладно. Ладно, чуть-чуть просрали начало боя, ну ничего. Сейчас мы все поправим. Арты, кстати, нет, это хорошо. Когда арты нет, это же хорошо. Ух, тут ХВК уже приехал. ХВКшнику жахнули разок, чтоб он не дурил. Забрали ХВКшника, все. А то он бодро начал светить больно. И стри лезет. Лёва. Не пробили. Т-10. Т-10 это крепкий агрегат. Вот. И Су-3 шотик вогнали. Играем фулл ББ без голды, господа. Глючок. Не, мы ему в крышку, скорее всего, башни насираем пока. Там что-то Лёва дурит. Так, косарь настреляли, да. Там прожетка 65-я. Вот, уже почти 2К натанковали, кстати говоря. Льва бы отжахать. Все, отжахали. Льва. Это хорошо.
Не пробил. Конечно, не пробил. Там брони-то сколько. Да-да. И Соля. Блин! В проджету выстрелил. Ну что ты задумал? Все, забрали. Сейчас меня заберут. Да. Какая ты умная. Проджета-то умная оказалась. Так, 1600 настреляли. Убили 54, хорошо. Мы тебя зажмем. Не, один я в проджету ехать не хочу. Я думаю, вы понимаете, почему. А вот сейчас можно. Вот это плохо было. Ладно, нам помогли. Там лис стоит где-то в кустиках. Хитренький лис. Либо в угол забился. Чувачок. О, не попал я в него. Ну ладно. И в углу кто-то сидит. А кто там? Скорпион. Который сейчас меня заваншотит, да? Нам бы его засветить было бы неплохо. А посмотрим, что мы там нафармили. Все, норм. Ну ладно, 2К дали. Маловато, конечно. Трешечку надо. Ну ладно, как есть. Давайте глядеть, что нафармили. Хорошая подвижность, неплохая пушка. Это и есть лис. Пушка плюс подвижность. И даже по броне мы очень часто вытанковываем снаряды. Да, у нас прям супер брони в корпусе. Да и в башне, честно говоря, нету. Но углы склонения брони и все такое, правильно крутить корпусом нам позволяет иногда танковать. К сожалению, заняли позорное 6-е место по настрелу, но мы не сильно оторвались от основной группы. Вот, нафармили мы 92, начислили нам 57 тысяч, а 23 у нас, кстати, это доп-паёк. Да, поэтому будет больше, если вы не будете использовать доп-паёк, будет там сколько? Плюс 20, 77 тысяч. Ну, за 2000 урона, 77 тысяч серебра вполне себе неплохо. И вот еще немаловажный момент. Урон заблокированной броней. Почти 2К урона мы смогли на нашем лисе вытанковать. Поэтому танк может. Ребята, танк хороший. Один из лучших средних танков, прем-танков за голду. Поэтому, если хотите хорошо сбалансированную тачку, потратить на нее деньги, там голды купить, либо просто голду потратить на аккаунте, приобретайте CS52 лис, вы будете довольны.
Пишите свои комментарии, у кого Поддержи есть брата уже танкиста такая тачка, лайком какой под вы на этим нем видео, используете подпиской на оборудование. канал, Мне ну вот и, заходит конечно, вот прожми в такой колокольчик, комплектации. чтобы быть в курсе Ставьте всех новых лайкосы, стримов и подписывайтесь самых на последних канал, а я обзоров говорю, по до скорых нашей встреч. любимой Пока. игре.